И я приветствую всех трейдеров на своем канале. Неважно, вы новенький, опытный. Я надеюсь, то, что я сегодня вам буду показывать, делиться, да, своими наработками, опытом, сделками, может в какой-то мере быть для вас полезной. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подключайтесь к нашему профессиональному сообществу, ссылка под этим видео. Кто совсем новенький, напомню еще раз, я торгую интрадей на минутных таймфреймах, минутных графиках, 3 часа в день, с 4 до 7, иногда даже чуть больше, да, там с 4 до 8, но предельное вот по всем моим тестам, предельное время торговли это полвосьмого. Вот после полвосьмого Москвы нечего делать уже внутри дня. Почему 4 часа? Возникает наверняка у кого-то вопрос. Это время, когда начинается активность в Америку. Это время самого раннего, да, самых ранних движений, которые могут случаться в американскую сессию. Иногда они чуть раньше, конечно, могут быть, но это такое оптимальное, скажем так, время, когда на рынке начинается движ. То, что нам нужно. Движ имеется в виду, рынок ходит, есть волатильность, есть деньги, туда-сюда. И это для нас самое необходимое, потому что если рынок стоит, ты не можешь делать деньги. Поэтому, когда есть волатильность, вы должны быть максимально сосредоточены, прикованы к экрану. А когда она есть, чаще всего в этот период. Бывают дни, когда вообще все стоит. Но как минимум по одному-двум инструментам будет что-то интересное в течение 2-3 часов. Я сделки не переношу на следующий день. Я не сижу у экрана монитора в другое время. Только в это время, понедельник, пятница я торгую сам, а со вторника по четверг у меня занятия с трейдерами, кто у меня обучается и торгует по сигналам кластер трейдер. То есть мы делаем то же самое, они видят те же графики, что вы видите сейчас, и те же сигналы, да, потому что я использую два основных сигнала. Это сигнал по тренду, да, который называется ротация бара, и цель его ловить точку кульминации коррекции в направлении импульсного движения. Да, мы будем сейчас примеры разбирать. И второй сигнал это мой стрелочный TC buy, TC sell, цель которого эти развороты, точки отбоя от уровня, контртренды, да, хотя я уже говорил в одном из видео, что понятие, ну, разворота преувеличено, да, потому что разворот, это значит, что рынок куда-то там, я поймал, и я купил, и он был до этого нисходящий, вдруг стал восходящим, да. Вот такое, конечно, такое редко бывает, потому что цель контртренда это ловить откаты, да, небольшое восстановление. То есть ты торгуешь на откат к ценности, да, рынок падал, 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 ты пытаешься его купить по определенным сигналам и работаешь на откат к ценности. Конечно, многие трейдеры предпочитают торговать по тренду, но рынок в тренде 30-35% времени. Все остальное это флэт, неопределенность, на то и нужны наши стрелочные сигналы TC buy, TC sell, цель которых ловить, еще раз скажу, не только даже развороты, но и когда мы видим боковик, да, вот эти максимумы, минимумы боковика, флета. Да. Вот и все. Это вот совсем коротко, если по тому, что я делаю каждый день. Естественно, в этом году, почему естественно, потому что мы давно к этому шли, мы запрограммировали нашу систему таким образом, что теперь торгуют еще и роботы. То есть это, представьте, сидит еще одна рука, еще один человек здесь, только робот, да, и открывать сделки сам. Вот здесь внизу 3 графика, которые вы видите. Раз, два, три. Это робот. То есть он торгует по тренду, вот здесь внизу коррекции. А его основная задача. И, кстати, похоже, скоро у нас будет шорт-сигнал по золоту. Робот откроет продажу. Давайте подождем, посмотрим. Не будем торопиться. Если откроет, то мы это увидим. И бар окрасится в черный цвет. То есть, если бар окрасится в черный цвет, то, скорее всего, у нас будет sell. Почему скорее всего? Потому что робот использует еще некоторые фильтры. Не хочу сейчас вас сильно так нагружать. Да. И мы будем разбирать, в общем. Давайте пока в сторону. Будем смотреть. И основная моя идея, да, торговли – это стараться торговать любой рынок.
трендовый, контртрендовый, флетовый, вообще не важно. Да. Чтобы это делать, я использую ключевые уровни, потому что цена может как пробивать уровни, так и отбиваться от уровней. И ключевые уровни у меня строятся со старших таймфреймов, все автоматически, все, о чем я буду говорить, это все автомат полный. Да. Уровни строятся со старших таймфреймов, и будучи на минутном графике, то есть торгуя на M1 для всех своих инструментов, символов, я использую уровни 30. Вот если я наведу мышкой, вы увидите 37-минутный уровень. Красные – логично сопротивление. Синие – это зоны поддержки. Да, и мы видим не окрашены в соответствующие цвета. И логично, что если рынок приходит к зоне сопротивления, я вижу стрелочный TC Sell, я продаю. Да, если рынок приходит к зоне поддержки синий, я вижу TC Buy. Сигнал стрелочный зеленого цвета, я покупаю. Вот самая базовая концепция. К этой модели, да, торговли мы можем добавлять вот такие условия, паттерны. Вот, например, как здесь, да, мы видим стрелочный и еще паттерн. Вершина, слабая вершина, сложная, слабая, SSV. Но это мои паттерны, которые я использую для разворотов. То есть мы можем добавлять какие-то дополнительные условия, критерии для входа в сделку. Тем самым отбрасывая какие-то слишком агрессивные сделки. Ведь рынок может подойти, коснуться уровня, немножко там потоптаться и пробить, улететь дальше. Да, этот уровень и вынести стоп. Вот чтобы, возможно, сократить такие ситуации, можно добавить фильтр. Например, вот сейчас золото подходит к уровню красного. Что такое красный уровень? Зона сопротивления. С какого таймфрейма? С М30. Если рынок сюда придет, мы увидим, цена подходит, но еще не зашла в зону. И будет здесь стрелочный. Вариант А, нажимай сразу Sell. Вариант Б, дождись паттерна, потому что паттерн, который, как правило, имеет треугольную форму, вот пример слева. Да, вот здесь видим, двойная вершина и даже слабая вершина. Паттерн — это некий фильтр такой ситуации, когда может подойти, потоптаться, бум, пробить. Если ты используешь паттерн, ты, естественно, не получишь такой лосс. Это не значит, что паттерн панацея, да, и обязательное его условие, да, точнее, следуя паттерну или ожидая паттерна, вы точно не получите лосс. Нет, но количество лоссов может сократиться. Как это понять? Протестировать. То есть, что если, используя именно такую последовательность мышления, что если каждый раз, когда цена подходит к уровню М30, это очень важно, сопротивление либо поддержки, я буду сразу продавать по стрелке и покупать по стрелке, либо я буду ждать паттерн. Вот сравнить эти два типа входа, где два условия, уровень стрелочный, и где три условия, уровень стрелочный плюс паттерн. Можно добавить еще одно условие. Но тем не менее, с помощью моделирования, тестирования, только так вы сможете понять, как лучше входить в сделку. 2 критерия, 3 критерия, 4 критерия. Чем больше критериев, тем с одной стороны может быть меньше лоссов, но и профиты тоже могут убавиться. И порой даже хорошие. Что еще мы можем добавлять к таким классическим ситуациям? Это фильтр тренда, например, какой тренд, какой контекст рынка. Я вижу, что тренд был преимущественно медвежий. Почему был? Я смотрю вниз на свой тренд-фильтр и вижу, что моя гистограмма моего фильтра, да, тренд-фильтра, красная была преимущественно сегодня, и сейчас желтый. Это означает, что тренд, который мы имели здесь, немножко утратил силу. Угу. То есть я торгую в условиях какого рынка? Боковика. А какой был до этого? Медвежий. Угу. То есть я могу сделать вывод о том, что мне преимущественно, например, если я фильтрую сделки трендом, стоит смотреть на sell. Если я не использую тренд-фильтр и использую только уровни, потому что если сейчас этот уровень будет пробит и цена полетит, и, допустим, придет сюда, то тренд-фильтр точно будет зеленый. И если я не торгую тренд-фильтра, не тренда даже, а тренд-фильтра, это очень важно, да, то я не могу продать здесь, да, вот в этой точке. Я же не обращаю внимания на тренд-фильтр, если цена у сопротивления я вижу стрелочный. Я могу отфильтровать паттерном, да? Но если, например, рынок сюда придет, будет стрелочный, я продам сразу. И сейчас будет sell, я продам сразу.
понятно, да? Но если вы используете или из всех трейдеров, кто у нас использует тренд-фильтр, естественно, здесь не может быть вот в этой точке, если вдруг рынок полетит, никакой продажи. И вот здесь тоже. Здесь предыдущая зона поддержки пробитая становится сопротивлением. Следовательно, если здесь будет TCSL, тренд-фильтр точно будет зеленый. Естественно, здесь никаких продаж. Для меня есть sell, потому что я торгую от уровней, вне зависимости от тренда. Но еще раз, мы можем к уровням добавлять паттерны. Да? И тогда наш вход будет, сделок будет меньше. Это не значит, что качество будет хуже. Мы можем это протестировать легко. Так что ждем. Посмотрим, будет ли у нас sell. Прям в зоне. Очень хорошее место для атаки. Для открытия продаж. Мы прям зашли в зону. Давайте сделаем поближе. То есть как только цена в зоне, это сразу должно привлекать мое внимание. И ваше внимание, потому что большинство торговых систем, стратегий, методов, техник, тактик, они строятся вокруг уровня. Почему? Потому что это правдивая информация, которая не терпит какой-то другой интерпретации, скажем так. Здесь был хай, да. Неважно, почему цена отскочила. Я знаю, что 1884 по какой-то причине, вот эта область даже, да, эти там 20 пунктов выступили существенные зоны сопротивления, после которых были распродажи аж на 130 пунктов по золоту. Это не говорит о том, что рынок здесь должен встать и развернуться. Нет, мы ждем квалифицированных сигналов, которые указывают на возможность, иначе говоря, вероятность того, что там будет реакция. И как минимум я возьму первый профит. А какова вероятность? Примерно 55-65%, что если здесь будет сейчас стрелочный, цена пойдет в мою сторону и как минимум дойдет до вот этой небольшой полки ближайшей зоны поддержки. Почему? Потому что структура. Да, мы видим уровень, да. Почему? Потому что здесь каждый раз покупали. То есть мы используем вот эту информацию, которая уже есть на графике, которую нельзя по-другому никак интерпретировать, чтобы осуществлять свои будущие операции, да, осуществлять свои сделки. И это самый простой, самый менее болезненный и затратный во всех смыслах слова метод принятия решения. У правого края графика ориентируясь то, что делала цена по левую сторону. Не надо туда листать далеко. Достаточно вот самой свежей информации. Разве что уменьшить и посмотреть интрадей. Либо включить дополнительные уровни, например, максимум минимума предыдущего дня. Ждем золота, пока мы видим нет стрелочного на sell. И нас не должно это беспокоить, почему его нет. Да. Нас должно беспокоить только одно. Я в зоне да. Цена подошла и протестировала, да или не да. То есть то, что мы не можем отрицать. Либо да, в нашем случае мы не можем это отрицать. Если нет, то мы не можем согласиться с этим. Иначе говоря, если бы рынок дошел сюда и начал откатывать, отбиваться. Вот здесь мы подходили, но на тот момент не было 30 минутки, поэтому нам здесь не интересно. Сейчас мы имеем М30, сила сигнала номер 1. Визуальная информация критична для вашего роста как трейдера. Дальше я жду паттерн. В моем случае стрелочный. Да, TCSL. Нажимаю шорт. Нажимаю sell. У меня открываются две позиции. Давайте подробно разберем настройки. Что у нас здесь есть? Это советник, да, который называется ATM. Автоматический трейд менеджмент, да, который управляет моей сделкой после того, как я сам нажимаю buy или sell. Сейчас я нажал sell, соответственно, мне открылось две позиции. Позиция 1 и позиция 2. Позиция 1 имеет риск на сделку 0,4%, стоп 32 пункта, тейк 35. Позиция 2 имеет тот же самый процент риска, тот же самый стоп, но тейк 200 пунктов. 200 пунктов достаточно далеко. Если мы посмотрим вот здесь на минимуме сегодняшнего дня 1862 за тройскую унцию. То есть это приличное расстояние, рынок не часто будет приходить сюда. Но как только Take Profit 1 сработает, то есть продавая здесь, и рынок придет сюда и принесет мне 35 пунктов, начнется трейлинг стоп. То есть
стоп второй позиции начнет двигаться по волатильности. Иначе говоря, двигать стоп-лосс позиции 2, если сработал take profit позиции 1. Да. То есть, если вот этот сработал, красавец, здесь take profit, то вот этот стоп, здесь два стоп-лосса, да, первой и второй позиции, начнет двигаться по волатильности, по ATR. Понятно, да? Так что мы ждем, посмотрим, что будет происходить. Еще важный момент, не ставить слишком короткий стоп. То есть первый стоп не должен быть слишком короткий, иначе будет очень неприятно вылетать раньше времени из позиции. То есть нужно дать чуть больше пространства для движения рынка. То есть дайте рынку немножко погулять. Вот здесь мой шорт. Видим, что мой стоп 32 пункта. И один из лучших стоп-лоссов в пунктах на минутном таймфрейме по золоту 30-35 пунктов. Это один из лучших стоп-лоссов. Можно чуть больше даже поставить. 32-35 прям. Если рынок намерен отработать ваш сигнал, максимальное движение против моей сделки как раз может быть до этого значения, до 30 пунктов. 28 можно, конечно, поставить, 27, но в волатильном рынке может тикнуть и вынести. То есть меня интересуют ситуации, это тоже очень важно, наблюдайте, делайте вот именно это простое упражнение. Вот у вас есть сигнал, сколько в среднем цена идет против вашей позиции, а потом идет в вашу сторону. Да? Если рынок намерен отработать этот сигнал, да, очень важно, мы видим еще один стрелочный, и это еще одна возможность продать, если трейдер не продал здесь. То есть по самой, да, скажем так, возможной высокой цене. Почему? Потому что здесь мы пришли и коснулись самого экстрима нашего уровня. То есть лучшей цены, которая возможна, если мы торгуем от красной прямоугольной зоны. Понятно, да? Но мы ничего делать не будем. Почему? Потому что мы уже продали по стрелочному здесь. Посмотрим, что будет происходить. То есть наращивание позиции. Ну, мои тесты показывают, что наращивание позиции, это означает, что если мы, допустим, продали объемом, там, ну, условно, 1%, да, капитала, то добавить еще один, то есть 2. Тесты показывают, что это неэффективно. В моем случае. Да. Возможно, кто-то из вас нашел это эффективным наращивание позиции. То есть, если здесь sell, еще sell. Ну, как бы подтверждающий сигнал. Может быть. Но в моем случае это двойной риск. Не более того. Если мы в плюсе, да, иначе говоря, рынок идет в нашу сторону, и там еще сигнал, ну, мы можем рисковать прибылью, которую сделали. Да, это, на мой взгляд, более даже разумно, чем наращивать позицию на пустом месте. Так что мы посмотрим, что сейчас будет. Дойдем ли мы до тейка, либо наоборот. Если вы не смотрели мое предыдущее видео, там мы, кстати, сделали 6 профитов подряд в реальном времени. Ну, не считая, единственной первой сделки, она была прямо в самом начале, когда я начинал только писать ролик для вас. Но мы могли отслеживать, как развиваются события, да, по этой первой сделке, по WTI нефти. Поэтому посмотрите, там тоже очень много интересного для вас. Я надеюсь, что сегодня мы тоже сделаем деньги. Мы сделали 200 с чем-то пунктов. 220, что ли? 2200 пунктов. Сегодня рынки уже очень много прошли. Да? Тогда я пришел в сонный рынок, а здесь я пришел уже в тот рынок, на котором были большие движения. Это разный подход должен быть. Потому что когда ты приходишь на рынок, вот ты сел, допустим, ты интрадейщик, да, ты сел в 4 часа дня по Москве, каждый день в это время приходишь. В 5 часов, неважно. Сел такой, торгуешь. Начинаешь, точнее, свою сессию, смотришь на график и видишь, ну, открываешь экран, видишь, ё-моё, уже весь банкет, все пирожки раздали, все уже прошло. То есть рынок много погулял. И зачастую
твой подход к трейдингу же должен быть немножко другим. Не ожидание усиления тренда, а торговля в боковиках. Ориентация на торговлю в консолидации, что рынок будет балансировать внутри вот этого большого диапазона, который он сформировал до твоей сессии. Понятно, да? И вот сегодня у меня именно такой акцент, потому что нефть, золото и NASDAQ — 3 инструмента до моей сессии. Вот, например, NASDAQ. До моей сессии от движения было от high до low 300 пунктов. Это еще до открытия Америки. Гигантская волатильность просто. Поэтому я ожидаю сегодня внутридиапазонный день. То есть внутри диапазона я ожидаю торговлю между low минимум, который был сформирован до 16 часов до Америки, и максимум, который был, естественно, вот здесь на абсолютно почти экстриме. То есть я ожидаю такой range, как называют, боковичок. Соответственно, что мне лучше здесь торговать, какие сигналы лучше применять? Конечно, стрелочные здесь будут лучше работать. Да, могут быть какие-то трендовые такие прорывы, но не устойчивые. Да. Это нужно иметь в виду, это нужно постоянно прокручивать у себя в голове. Нельзя это игнорировать. То же самое нефть. Я могу ожидать сегодня очень сонный рынок, да, хотя у меня трендовые сигналы здесь тоже работают. NASDAQ скоро начну торговать активно, через полчаса. В зимнее время NASDAQ на час позже торгую, где-то с половины 6 Москвы. В летнее с пол-5, в зимнее пол-6. Поэтому даже если есть сигналы по NASDAQ, они есть сейчас. Вот мы видели TC Buy в начале моей сессии, я не открываю сделки. То есть я жду старта моей торговой сессии, да, и начинаю торговать. Именно по NASDAQ, потому что в это время начинается активность. И еще один момент, почему я этого жду. Я об этом очень часто говорю. Скорость, то есть меняется скорость изменения, меняется скорость изменения цены. Скорость изменения цены. Это означает, что, например, купив здесь, да, в сонный период, либо на премаркете, обычно ждешь там 30-40 минут, пока цена дойдет до тейка. До первого. Это очень много. А мне, чтобы получать быстрые профиты, нужна высокая скорость изменения цены. А когда она высокая? Когда начинаются активные торги. А когда начинаются активные торги? Пол-6 Москвы. В зимнее и пол-5 в летнее. Все. Да? Поэтому я могу торговать на премаркете. Вот он. Да? Вот Европа. Да. В Европе тоже может быть движение. В это время не работаю. Да? А сейчас мы видим, конечно, такое очень пассивное время. И возвращаемся к нашему золоту. Золото ползет, но еле-еле, да? Еле-еле ползет. Но может быть мы дойдем до тейка нашего. Я не имею ни малейшего представления, трейдеры. На самом деле меня это не должно волновать. Дойдет, дойдет, нет, нет. То же самое можем посмотреть по NASDAQ. А когда NASDAQ ходит. NASDAQ, кстати, может ходить хорошо и после нашей сессии. То есть вот наша сессия спокойно в это время может ходить. Это нормально даже. Но я не засиживаюсь до 9-10 вечера, Москвы до 11. Это, ну, уже другой биоритм, скажем так. Да, потому что к 9-10 вечера ты уже хочешь что-то другое делать, нежели сидеть, пялиться в монитор. Поэтому до полвосьмого это вот кто в регионе, ну, для меня лично, давайте так, не будем никому давать рекомендации, каждый сам распоряжается своим временем. Для меня полвосьмого это такая критичная точка, когда лучше уже заканчивать трейдинг, потому что и устаешь, и все-таки уже, ну, мозг по-другому уже работает в другую сторону. Но я говорю, NASDAQ может хорошо ходить. Вот, например, активная масса, если, ну как активно, в то время, когда я торгую, ну тоже высокая скорость изменения цены. Мы видим здесь рынок там 300-400 пунктов мог проходить за 15-20 минут, хотя это мало для NASDAQ, но учитывая, да, что открытие сессии было. Потом видим тоже моментумы под вечер, да, тоже какие-то скорости. Это нормально.
Вот, например, хорошая ситуация. Ты посмотри, ну сколько времени он рос. Посмотрите, вот это даже движение на 300 пунктов. Мы шли 1,5 часа. Да ты с ума сойдешь, ну 3 дня так торговать. Нахер такое надо? 1,5 часа ждать сделку. М? Здесь мы прошли 50 пунктов за сколько? За 10 минут. А здесь мы сколько 50 пунктов прошли? О, 130 минут. Ага. Ну вот к чему я. И не игнорируйте этот момент. Здесь мы видим движение, эти 50 пунктов мы прошли, даже 50 нету, тоже за 116 минут. Тут же открылась сессия, потоптались, потом расширение волатильности. Вот здесь мы, кстати, здесь сделали с вами тоже деньги в прямом эфире. Тоже видео будет здесь в правом верхнем углу, живая торговля. Да, обзор сделок и параллельно, да, мы видели трейд. Вот это очень важно, это мелочи. Сигнал, ну, сигнал ты протестировал, ты понял, что он работает. Но в таких условиях лучше будет работать в любом случае. Я не знаю ни одного сигнала, который бы хорошо работал в рынке, который вот такой. Что это такое? Тебе нужно профит брать или что? Или смотреть на экран? И чем меньше ты пялишься на экран, тем лучше. И чем быстрее отрабатывает твой сигнал, тем ты увереннее. Поэтому все большие движения будут происходить именно в этот период. С максимальной скоростью. Вот открытие рынка, бум-бум-бум-бум, потом все. То есть вот он, первый мы видим тенденции. Идем еще. Здесь мы видим моментум. Потом тоже был тренд. Но какой? Скорость. Да, помните про это. То есть нет такого, что мы бы видели что-то уникальное на экране. То есть все подчинено базовым тенденциям. Вопрос, как ты уточняешь для себя эту информацию, как ты ее систематизируешь, как ты ее понимаешь, и какое статистическое преимущество она тебе дает. Если видео полезно, лайк, мы продолжаем. Небольшое было отвлечение в сторону системности и последовательности. Но это так важно, господа. Я вот, наверное, за все 6 с лишним, уже 7 лет обучения трейдеров сейчас еще больше понимаю важность этого. Вот кажется, что, блин, ну это так понятно. Но вот на глубинном уровне, вот я стал понимать это, ну вот последние, наверное, пару лет, может быть. Да вот именно вот не просто как бы ты говоришь, но сам не ощущаешь этой важности. Да? Ты не понимаешь просто этого, да? А вот сейчас я... Ну, короче, есть какая-то химия в этом уже. Давайте возвращаться на наш график. Мы взяли деньги, пока я беседовал. Мы взяли первый профит по золоту. Да, вот здесь, где наш стоял тейк. И мы готовимся, может быть, еще сделать профиты. Да, давайте посмотрим, удастся ли рынку еще немножко отвалиться. Но очень медленно все, это ожидаемо, да, потому что мы много прошли, и рынку нужна какая-то отдышка. Да, и обычно вот эта отдышка выражена в виде такого боковика, блуждания. Да, хотя мы видели здесь идеально наш sell-сигнал, тест уровня стрелочный, отвалились. Да, и в принципе прошли нормально. 50 пунктов, но мой первый таргет 35. То есть вот на этом баре мы взяли деньги. Да, 35 пунктов. Торговый объем в один лот 350 долларов. Такой не быстрый скальп, обычно быстрее все. Здесь, чтобы быть точным, почти полчаса. Это не очень прям много, но уже так многовато. Многовато. Все, сработал второй ордер, да, в нуле. Итого чистых 35 пунктов мы здесь взяли по золоту. И, может быть, возьмем еще, если будет сигнал. Нефть. Мы пришли к уровню. Давайте. Мы пришли к уровню сопротивления, тест уровня. Но нет стрелочного. Да, поэтому я пока не вхожу в сделку. Может быть, будет, но пока неизвестно. Внимание, налево уровень. Пробили уровень. Вернулись куда? К уровню. Затем отбились. И сейчас снова вернулись куда? К уровню. К какому? Сопротивлению. Если мой сигнал? Нет. Если нет сигнала, то каково твое действие? Никакого действия. Вот ответ. Таким образом, я говорю, вы будете кайфовать со временем, не сразу. Будете кайфовать от того, что вы делаете, как вы это делаете. И вот в этом заключается контроль. Не в том, что взять каждый профит, каждую сделку. В этот момент вы ничего не контролируете. В том смысле, что... Ведь как мы понимаем, что мы могли взять профит?
да, в то или иное дело, когда это состоялось. Но на тот момент мы это не контролировали никак. Контроль постфактум. И это большое заблуждение, что трейдер знает, что могло бы было, что могло бы произойти. Есть вероятность, но конкретно ты не знаешь. И контроль заключается не в том, что произойдет, а в том, как ты действуешь по своим сигналам, которые имеют определенную вероятность, и ты даешь этой вероятности случиться. То есть не пропускаешь сигналы, принимаешь только квалифицированные, потому что бывает такое, и у меня бывает такое, когда я трачу энергию на какие-то идиотские сигналы, которые не мои, либо слишком агрессивные, которые я не торгую, и энергии, времени, сил, да и, может быть, финансов в тот или иной день, потому что у меня есть ограничения по стоп-лоссам. У тебя может не хватить, да? То есть ты можешь достигнуть определенного лимита, растратив энергию, да, на ненужные сделки. Поэтому так важно терпеливо ждать сигнала, чтобы тратить энергию туда, куда это нужно, именно в вероятность. Если вы понимаете, о чем идет речь, лайк. Если нет, пишите свои вопросы. Если вам все уже понятно, то добро пожаловать в наше профессиональное сообщество. Ссылка под этим видео. Приходите, обучайтесь, торгуйте. И не просто тупо копируйте сделки, а, как я говорю, приватизируйте систему. В том смысле, что начинайте свое собственное исследование. Замечайте свои какие-то моменты. Опирайтесь на то, что работает уже, но постепенно смотрите, может быть, не 30-минутный уровень, может быть, другой уровень вы будете использовать, например, 5-минутный уровень, как уровень, да, для открытия позиций, либо 15-минутный уровень, либо и тот, и другой уровень, потому что я сюда могу бросить еще несколько уровней, да, с разных таймфреймов. У нас пока сделок нет больше, только золото. Но бывает такое, что одна сделка, да, вот я говорю, в пятницу 6 сделок, бывает иногда 8, иногда 10, да, иногда 2-3. Ну, одной давно не было. Вот сегодня пока один трейд. И это хорошо, ведь я понимаю, что один трейд по системе или просто так, шальной по системе. А были другие сделки? Нет. Ну, какого хера ты должен грустить по этому поводу? То есть всегда возвращайтесь к тому, что твердое ваше правило. Ничего более твердого нет и ничего не можете контролировать на рынке. Абсолютно. Только правила, да, контроль риска, ну, которые по умолчанию уже должны быть прописаны в системе. Правила риск-менеджмента и так далее. То есть мы контролируем именно фактический момент. То есть какой? Есть сигнал или нет? То есть мы можем это отследить, конечно. И вход, сам момент действия. Мы можем это контролировать. Да, это от нас зависит, мы войдем или нет. Либо от робота. Да, ну, в данном случае робот не эмоционален, робот там не чешет репу и не тупит, когда надо входить. То есть в этом у него есть большое преимущество перед человеком. Представляете, какая у меня симметричная вершина по W. Видите здесь? Но не стрелочного. Я и не дергаюсь. Ну как же, Аркадий, такой сигнал? Какой сигнал, какой сигнал? И в такие моменты порой мы спускаем курок. Ну, сигнал так, ну сейчас может пойти. И ведь мы, спуская курок, когда еще после этого получаем деньги, да, мы создаем в своей голове паттерны того, что так можно делать. Да? То есть паттерн того, что можно получать вознаграждение, когда ведешь себя очень плохо. И ведь мы забываем про то, что это стоит денег. Да, в нашем случае на рынке. Это стоит денег, плохое поведение. Бессистемное. То есть мы формируем паттерн бессистемности, что можно нарушать правила или их трактовать по-своему и зарабатывать. Ну, например, я вот здесь продаю. Да, это хороший сигнал. То есть я знаю, что сигнал существует, но это мой сигнал. Торгую ли я регулярно? Торгую или нет? Не может быть такого, ну, блин, здесь можно попробовать продать. Так торгую я или нет его, в конце концов? Да. То есть ты не можешь себе ответить, ты сам себе врешь просто нагло. Ты сам себя обманываешь. Да? Ну, я сегодня решил поторговать, потому что мы на уровне. Хорошо, ты покажи все тогда сделки, которые такие. Ну, я решил, что это сделка. Потому что рынок там упал, например.
Дичь просто. И это ведь у меня было сплошь и рядом раньше. Возможно, у вас тоже своя собственная интерпретация сигналов системы. А ведь есть такие трейдеры, у которых есть система, но они все равно умудряются в реальном времени интерпретировать ее по-своему, так как они считают правильным. Якобы. А потом допиливают эту систему.